Да будет прославлено имя Твое, Господи мой Боже. Взываю к Тебе именем Твоим, через кое пробил час, и пришло воскресенье. И страх и трепет охватили всех, кто суть в небесах и кто суть на земле. Излей с небес милости Твоей и облаков Твоего кроткого сострадания то, что возрадует сердца слуг Твоих, кои обратились к Тебе и помогают делу Твоему. Охрани своих слуг и служанок, о мой Господи, от стрел праздного мечтания и тщеты воображения. И дай им из дланей благодати Твоей глоток тихо струящихся вод Твоего знания. Ты воистину всемогущий, наивозвышенный, вечно прощающий, прещедрый. Бахаула. О Господи, дай быстрый рост древу Твоего божественного единства, ороси его, о Господи, потоком вод Твоего благоволения, и дай ему пред изъявлением Твоей божественной поддержки принести плоды, каких желаешь Ты для прославления и превознесения Твоего. Хвалы Тебе и благодарение Тебе, возвысить Твое имя, восхвалить единство сущности Твоей и принести Тебе наше обожание, ибо все сие есть в руке Твоей, и более ничьей. Велико благословение на тех, чьей кровью избрал Ты оросить древо Твоего утверждения, и тем возвысить священное и непреложное слово Твое. Баб. Сотвори во мне чистое сердце, о мой Боже, и совесть спокойную во мне возроди, о надежда моя. Духом мощи Твоей утверди меня в деле Твоем, о возлюбленный мой. Светом славы Твоей укажи мне стезю Твою, о Ты, цель моих устремлений. Силой Твоей неодолимой мощи вознеси меня к небесам святости Твоей, о начало моего бытия. Дуновением вечности Твоей возрадуй меня, о мой Боже. Да навеет на меня безмятежность вечной напевы Твои, о мой спутник. Да оградит меня сокровище Твоего древнего лика ото всего, кроме Тебя, о мой Господин. И да принесет мне радость благая весть об откровении нетленной сущности Твоей, о Ты, из явных явнейший, сокровеннейший из сокрытых. Бахаула. О мой Боже, соедини сердца слуг Твоих и открой великую цель Твою. Да слеют они велением Твоим, и да пребудут в законе Твоем. Помоги им, Боже, в стараниях, даруй им силу служить Тебе. О Боже, не предоставляй их самим себе, но направляй стопы их по святое знание и радуй их сердца Твоей любовью. Воистину, Ты помощник, их Господь. Almeno fare ciò Kairullah Kul Subhanallah Allah Kul Nibam Galahu
Almengo farajon, kaigulo, kusupana, oano, kulanebon dalahu, wakulun be amrehe, kain. Слава Тебе, о Боже! Ибо явил Ты любовь к человечеству. О Ты, жизнь наша и свет наш. Веди слуг Твоих по стезе Твоей. Делай нас богатыми в Тебе и освободи нас от всего, кроме Тебя. О Боже, наставь нас в постижении Твоей единственности и сподобь нас осознать Твое единство, дабы не видеть нам никого, кроме Тебя. Ты милостивый, податель благ. О Боже, зажги в сердцах Твоих возлюбленных огонь любви к Тебе, дабы истребил он всякую мысль, кроме мысли о Тебе. Яви нам, о Боже, Твою возвышенную вечность, что Ты был всегда и пребудешь во веки веков, и что нет Бога, кроме Тебя. Воистину, Тебе обретаем мы утешение и силу. Махауа. Кто избавляет от трудностей помимо Бога? Скажи, славен быть Бог, Он есть Бог, все слуги Его, и все следуют Его велениям. Бог.
Hello. Друзья, господин Арджоманди сейчас подключается к нам. Пару минут подождем, чтобы он присоединялся. Там проблема с интернетом. Aloha, friends. I'm sorry I had a little problem. I am with you now. I just told the friends you're gonna join shortly. So we have you now. Just Welcome. a little more of technical Yes. glitch. I will be with you. Aloha. 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 Sorry, I got a little bit confused, but now I am back in with you, and so We are coming to the mansion of Baha'u'llah. yes, I'm just going to get the program on. You can share now, no? I think you can share now. Okay, now I can try to share. Okay, I can share. Yes, Nabi? Yes, yes, yes. Okay. We can see the mansion now. Yes, I am trying to get the right part, but your pictures are on. Друзья, вам всем видно, да? The pictures are on the Да, видно. Zoom. What? Yeah, we all can see it now. Yeah, but it's too small. I have to make it a bigger.
Or you can go to the right side. There's the screen picture. Yes, your pictures are on my screen and I cannot change that. But I think it's okay also. Всем видно, да? Да, видно. Да, видно. So everyone can see the Все photos. хорошо. In Turkey, there is a man who is the tallest in the world. He's so tall that a normal door is too short. A door. Nabil, can you talk a little bit? Let me see how Yes. it is. Sure, Okay. sure. I'm really trying to see how I can give me one more minute. Yes. Господин Джамшид старается просто фотографию немножко улучшить. Ну, я так ему сказал, что так видно, да? Okay. Now. Oh, now it's good. It's very good. Much better. Сейчас лучше видно, да? Чуть-чуть пониже можно опустить? Пониже? Окей. Уже хорошо. Okay. Okay. So, dear friends, aloha and welcome, as I said, to our program. This is where we left last time. Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер и аллаха всем. Если вы помните, мы говорили в саде Ризван, и вот в прошлый раз, когда мы закончили, вот такие места остановили. Если вы помните эти картины, и вот так как остается сейчас сад Ризван в таком. And I said that, inshallah, this week we will go to the mansion of Bahchi. And И I'm как я glad to вам say обещал, that we are... И как я вам обещал, вот в этой неделе мы будем говорить о самом в доме Бахауле, в город в Бахаджи. И то, что вы сейчас видите, это вот сад, и это здание, вот дом Бахауле, где он вот в последнее время жил. Now, this really, the mansion is very, very important for many reasons. Of course, the most important probably is that Baha'u'llah spent the last 13 years of his life in the mansion of Bahchi, and so many things happened. И, естественно, вот я буду говорить о этом доме Бахауле, где он жил последние 13 с лишним годов. И очень важный год для Бахаи и вообще все, что произошло там, что произошло с Бахауле и с людьми, которые были связаны в это время, когда Бахаула жил в этом доме. И он свое последние 13 лет жил в этом доме. Now, this mansion really itself is the building itself, Baha'u'llah loved very much and gave it a number of very, very interesting and important titles. И, естественно, этот дом Бахауле, мы его называем как дворец Бахауле. И это место, как Бахаула находился там, и очень значение большое есть, почему, и вот я хочу вам рассказать. И есть очень много событий, очень важных, произошли этом в доме Бахауле. And it's interesting because this building originally
was built at the time when Baha'u'llah was really still in the prison, in the most great prison in Akka. И это здание на самом деле было построено в то время, когда Бахаулла еще находился узником в Акке. И как раз вот в то время они построили это здание в Бахаджи. And then the man who really built this was the same gentleman in whose house Baha'u'llah lived in the city of Akka for almost 7 years. It was Abud. Not really Abud, it was Udi Khamar, the owner of the house. И, может быть, вы в курсе, если нет, я расскажу, что этот дом построили тот же человек, в котором в доме жил Бахаулла. Если вы помните, дом Абуда, там один час, вот второй час было построено, и там жил человек с названием Уди Хамар. И вот этот Уди Хамар, он на самом деле, он построил этот дом, который мы сейчас называем дворец или дом Бахаулы. And of course, you remember that that house itself was very important because the Kitab al-Aqdas was revealed in that house. И как вы помните, этот дом тоже очень важный, и там было открыто Китаб Агдас, да? И там тот дом тоже очень важный. Now, Uday Khamar, you see, originally he built, you can see there, underneath these are some old rooms, about 6 or 7 rooms he had constructed for his mother, so that, you see, so that she could come here during the summer months to be away from the terrible city of Akka and the heat and the filth of that place. И вот что интересно, вот этот человек Уди Хамар, он построил, как он хотел, по-своему, вот первую часть в этом доме. И как вы видите, вот эти большие арки вот такие, и в этом части, вот первая часть или первый этаж, там где-то 6-7 комнат находится. И он так построил для своей матери, и они тоже жили в Аке, но он такой дом построил как место отдыха или чтобы его мама могут приехать и отдыхать, особенно когда в Аке было очень жарко, и там невозможно было жить. И вот специально он построил, чтобы его мама могла приехать и отдыхать. И в этом части, как называем, вот первую часть, он специально построил для своего мамы. And later on, Udi Khamar bought this property with the land and this old building, and then built this beautiful mansion on top of it for himself, because he was a rich merchant, he could afford it. And Shoghi says he lavished so much wealth on that mansion. И так, когда он взял это здание, он построил для своей матери, и он потихоньку выкупил весь землю вокруг этого. И как только он выкупил всю землю, он начал еще лучше построить, и, естественно, он такой сделал этот дом такой богатым, такой, да. И, естественно, он сам был богатый человеком, и он начал украсить этот весь дом, и такой, как только он приобрел вот это все, и он построил еще побольше этот дом, и добавил много, и побольше сделал. Now, really he built it, and he tried, he actually lived in it for a very short time, because after some months that he lived in it, the building, there was an outbreak of a plague in the city, and people ran away, and many people died, including Udi Khamar. И, может быть, вы в курсе, там тогда тоже был такой
пандемия, да, и такая ситуация, что много людей погибли в городе Аке, и в связи с этой болезнью и сам Уди Хамар тоже умер. And then the place was empty. And of course, just at that time, Abdul Baha was looking for a bigger place for Baha'u'llah, because as you remember, there were many pilgrims coming to Mazra, and Mazra was only a small place. And so as a result, Abdul Baha was able to rent this building and some, for the use of Baha'u'llah. Of course, they needed some repairs and so, but still, it was a much bigger place. It has many rooms. И, друзья, как вы помните, я вам рассказал, вот когда паломники начали приходить в дом Мазре, и этот дом уже стал меньшим, уже маленьким, и тогда вот Абдулба начал искать другое помещение побольше, чтобы многие паломники могут приехать, вот, встретить с Бахаулой. И вот как раз это время, и вот этот дом или освободились, потому что тот господин Уди Хамар, он умер, и этот дом был свободный. И как раз Абдулба слышал, что вот, наверное, сейчас время, можно пойти спросить, чтобы арендовали этот дом для Бахаулы. But it's very interesting because you see the owner, the man who built it, Uri Khamar, he was, after the building was finished, he was inspired to put a very prophetic verse above the entrance door, which is behind, where that laser is showing. If you went behind the wall, there are the stairs that go up into the upper part of the house, and right above the door, he placed a very, very significant verse in which it tells us what will happen in the future in this mansion and what will happen to the mansion itself. И здесь очень интересно, друзья, вот если когда-нибудь вы будете в этом доме Бахаулы, обязательно вот наблюдайте, что вот возле входа, там с другой стороны, где вот указатель показано, и там вот этот господин Уди Хамар, он решил поставить такой надпись там с писанием. И там он так интересно было написано, что будет с этим домом и что будет в будущем с этим домом. И вот там он написал. Now, I will tell you what that verse is, which is really so significant, and and hopefully Nabil is going to translate it all for you, because it says, "Greetings and salutations rest upon the mansion, which increases in splendor to the passage of time." И, естественно, я вам расскажу, что там написано в этом надпись, что он поставил. Он там написал, что вот добро пожаловать всем. И там же пишет, что в этом будет сказано, что будет в будущем в этом доме. Manifold wonders and marvels will find therein, and pens are unable to describe them. И там он пишет, что очень много людей, которые задумчивые или ученые, которые проходят, вот, и они будут приходить в этот дом, и они будут, вот, ну, так говорится, будут вот изучать, что происходит в этом местности. Now, really, we know that Uli Khamar himself was just a merchant. He could make a lot of money, but manifold marvels and wonders, well, that had to wait until the time when Baha'u'llah resided in the mansion and started to reveal these incredible tablets and writings
And these are the wonders and marvels that this verse is telling us is going to come out of this mansion, which pens are unable to describe them. И вот то, что произошло, хотя мы знаем, что вот Уди Хамар, он был торговец, ну, он такой, как мы говорим сейчас, он бизнесменом был. Ну, то, что он написал там, этом в надписи, сейчас мы просто не можем понять, почему он так писал, откуда он это взял, вот это понятие все, и откуда он знал, что вот придут ли Бахаула туда, и вот это слово, слава, когда придет Бахаула, и что вот такие люди могут приходить и встретить с Бахаулой, и вот очень такое, скажем, большое чудо, что откуда этот человек знал, вот в этот дом будет такой. And you know, this is really so incredible, because at the time when Uli Khamar passed away, Abdul Baha was looking for this wonderful place, and he found this place and was able to rent it. And eventually, over many years, this building was purchased for Baha'u'llah, of course, in the first place, and then now is, of course, the property of the faith. But it has gone through tremendous lot of changes because of what I'm going to tell you in a minute. И, естественно, друзья, мы должны знать, что как только Абдул-Баха узнал, что дом готов, можно его взять, и было такое время, когда вот Абдул-Баха мог просто купить одну часть в этом доме, и со временем он потихоньку вот весь дом выкупил. Ну, всю эту историю, все, что произошло, много времени, да, не сразу вот это все выкупили. Ну, дом выкупили частям. И за это многие годы очень много вещей произошло там. И поэтому вот что произошло, я сейчас вам буду рассказать. But, you know, before we go any further, I really like to tell you that the mansion of Baji has gone through various phases. You know, primarily at the time of Baha'u'llah, it was a glorious time for the mansion, all these 13 years that Baha'u'llah resided here, and all that happened, all the tablets, all the visitors, and I want to tell you about some of the visitors. И, естественно, я хочу вам рассказать то время, которое Баха'у'лlah проживал, это 13 лет. Это очень важное время для всех людей, которые в то время жили, которые приезжали туда, потому что там произошло очень много разных. Вот, дом был сделан на разных фазах, да? На каждом фазе произошло какие-то вот есть исторические значения для нас. И вот как Бахаи, и кто были там с Бахаулей, время Бахаулей, эти 13 лет, это очень важно, чтобы мы знали и изучали эту ситуацию. You know, really probably the most important person was the member of the family of the Bab, one of the Afnans and his son, who came and who spent time here, and Baha'u'llah welcomed them in such a wonderful way, revealed tablets to them. They would visit Baha'u'llah on a daily basis, and then they were housed right near on the other side. You see, along the walls of here on outside, there were dozens of houses, and they were full of visitors, pilgrims, and the members of the family. So the Afghans were staying here for some months, actually, really, until the time of the ascension of Baha'u'llah. И здесь вот очень важная информация, хочу рассказать, это время Бахауле, к ним приезжали гости, один из родственников, сам Баба, да, и он приезжал с своим сыном, и они очень долго проживали вот рядом с Бахаулей. И там вот указатель показывает, что в этом месте раньше были очень много маленьких домов. И эти дома пользовали вот родственники Бахаулей или
паломники, которые приезжали, они проживали в этих домах. И вот там этот Афнан и его сын тоже проживал прямо рядом с домом Бахауле в одном доме. И он с сыном очень часто встретил с Бахаулой. И Бахаула открыл им очень много скрижалей. И очень, очень важный персонаж вот время Бахаулы. И он до конца в жизни Бахаулы находился вот рядом с Бахаулой. And of course, the next one was the only, I mean, amongst, there were many other wonderful pilgrims, Baha'is, who came to be in the presence of their beloved. And actually, I should mention that Janaba Samandari, the hand of the cause of God, came here in the presence of Baha'u'llah when he was only 16 years old. And he was also here at the time of the ascension of Baha'u'llah. And he has written a little book explaining what he experienced at that time. И, естественно, вот когда проживал Бахаула в этом доме, очень много важных персон приходили навестить Бахаулу. И разные паломники из разных стран, очень важных гостей, и вот все приходили увидеть Бахаулу. И, естественно, здесь произошли такие очень много исторические встречи с очень важными персонами. Но для нас очень важный один персон – это сам Рухи де ла Бога, господин Самандари. Господин Самандари, он встретил Бахаулу прямо вот здесь, и ему только были 16 лет, когда он встретил Бахаулу. И вот для нас он один из очень важных персон, который удалось вот быть в этом, как сказать, когда кончалось Бахаулу, и чуть-чуть позже время он написал в книгу про этот смерть Бахаули и там кто приезжал, что произошло, потому что сама смерть Бахаули тоже был очень важный момент для Бахаи и вообще для мира, и то, что произошло там. И господин Самандари написал книжку про этом поводу позже время. And of course, there was only one person from the West, the only person from the West who attained the presence of Baha'u'llah. Well, he wasn't a Baha'i, but he came specially to visit Baha'u'llah in the mansion, and that was Professor Edward Brown of Cambridge, who was an Orientalist, which means he could speak Persian and could speak Arabic. And he came specially to the mansion to attain the presence of Baha'u'llah and to find out who Baha'u'llah is. И среди этих важных персон, которые приезжали навестить Бахаулу, был один очень важный писатель, и он можно читать так, что один единственный, который из Запада приехал, чтобы встретить Бахаулу. И он знал все эти восточные языки, и он хотел приехать, поговорить с Бахаулой, он говорил на персидском, на арабском, и он очень хотел вот приходить, встретить Бахаулу в самом вот доме Бахаули, или вот это время. Он единственный вот такой гость, который навещал Бахаулу из Запада, и он сам из Кембриджа. Это господин Эдвард Браун. Да? Yes, Professor Brown was very, very famous, and he has written many books about his visit. And one, but of course, you see, when he came into the presence of Baha'u'llah, he was completely really under the spell. You know, he was so influenced by the spirit of Baha'u'llah and by his presence of Baha'u'llah that he really all he could do was to look and and then he has written about his experience, and it's very, very beautiful and very important. And I would like to quote that for you, some of it.
И очень интересно, вот когда этот профессор Браун, когда приехал навестить Бахаулу, он пришел, и когда видел Бахаулу, он вообще был в восторге, когда видел вот этот персонаж, сам Бахаулу. И он так был в восторге, он потом написал в своем мемуарах, как была эта встреча. И он вообще, для него это была такая чудесная встреча, и он был такой в большом восторге. Now, you see, dear friends, it's really what Brown was allowed to do is so significant, because we know from the writings of other historians like Janob al-Yuzi and others, we know that none of the friends, the Baha'is, could ever look into the face of Baha'u'llah and to try to describe it. No, they couldn't. They would try, but it was like looking into the sun. They would immediately stop looking, and they couldn't remember anything to tell us. Some have tried, many have tried. Zain al-Magharibin is one of them, for example, and others. But the point is that Brown, it seems that Baha'u'llah enabled him to look and to remember and to describe for us how Baha'u'llah looked, how his hair was, how his beard was, how he spoke, what his manners were. Oh, so beautiful. So, and I would like to quote from it. И вот очень интересно, друзья, когда вот профессор Браун, вот когда он приехал, и он пишет, что какой были эти встречи. Но на самом деле такой интересный случай происходил. Всегда вот когда кто-то приходил, они хотели, вот, если брать интервью или что-то, запись сделать, встреча Бахаулы, и вот никто, которые все эти люди, они не могли прямо смотреть на лицо Бахаулы. Вот они, если хотели вот написать, вот он был такой человек, вот никто не мог прямо смотреть на лицо Бахаулы. Это вот такой было перед Бахаулой люди, которые приходили и говорили с ним, они как только смотрели на его, это как будто они смотрели на солнце. Вот такой яркости, говорит, было. И они сразу же отвернули, говорит, они не мог прямо смотреть на него. Но то, что произошло с профессором Брауном, он рассказывает, что, скорее всего, Бахаулlah сделал такое разрешение. Он разрешил, чтобы сам профессор Браун в этот раз, что про Бахаулу полностью написал, какой он был. Он писал про его волосы, какой черный, борода, какой был, и само персонажа Бахаулы. И Бахаулlah разрешил ему, дал такой возможности, чтобы он мог посмотреть на Бахаулу прямо на лицо. И говорит, вот он единственный, который вот сам Бахаулlah ему разрешил вот эту возможность и дал, чтобы смотреть прямо в лицо. И вот он написал этот инцидент, вот когда он пришел и первый видел Бахаулу, и он написал, каким он был. И он вот расскажет дальше. And you know, this little piece of writing of Brown is so important. Shogi Effendi thought it was so important that he has actually printed it and has framed it and has placed at the entrance into the room of Baha'u'llah in this mansion, so that as pilgrim, when you come, you can read it for yourself. It's in English, of course, but it has been translated into Russian, and when you go on pilgrimage, you get your pilgrimage booklet is in Russian, and that piece is translated into Russian and is in that booklet.
which describes the face of Baha'u'llah, the hair of Baha'u'llah, the eyes of Baha'u'llah, the Taj of Baha'u'llah. Oh. And Shoghi Effendi has put it outside the room of Baha'u'llah. И вот очень интересно, что хранитель Шогhi Эфенди, он подобрал этот цитат, где вот профессор Браун описался, кто был Бахаулей. И он это очень красиво в рамках поставил и повесил прямо возле входа в доме Бахаулей. И он хотел все паломники, которые приезжали, чтобы они читали это, чтобы они видели это. И вот в то же время еще он спросил, чтобы перевести это на другие языки. Есть переведено на русский язык, на другие языки. И вот когда вы пойдете на паломничество, они дают маленький буклет. Вот даже туда уже поставлены эти слова, которые вот написал профессор Эдвард Браун. So it starts, it tells us that he came and he was ushered into the presence of Allah and all of these details. And I will leave those out. But then he says, when I entered the room, Естественно, он пишет вот маленькие эти детали. Вот меня разрешили встретить Бахаулу, меня разрешили прийти прямо к нему в комнату. Ну, естественно, эти очень много деталей есть, но я расскажу вот то, что он писал так. And Brown says, when I entered the room, it took me a few minutes before I realized that there was actually somebody in this room. Я когда зашел в комнату, произошло несколько минут, потом вот только я понял, что в комнате кто-то есть. Я вот чувствовал, что в комнате кто-то есть. And then he tells us where actually in the room Baha'u'llah was sitting. И он так объясняет, как и где он сидит в этом комнате. And then he tells us that the face of him on whom I gazed, I can never forget it, but I cannot describe it. И также он говорит, что лицо, которому я видел, я никогда не видел до этого, но я хорошо запомнил. Я хорошо запомнил его лицо, но даже так я все равно не могу вам объяснить до конца. And then he tells us that he actually describes Baha'u'llah as a wondrous and venerable figure, crowned with a headdress called Taj. И он так красиво расскажет, что этот человек, который вот сидел в таком очень торжественно, очень вот такой великий человек, он сидел своим главным убором, у Бахауля был главный убор, и вот так детально он объясняет, что кто он и как он выглядел. И он очень красиво рассказывает вот состояние Бахаули. And then he talks about the eyes of Baha'u'llah. He says, those penetrating eyes seem to read one's very soul. И он еще расскажет дальше, какие глаза были у Бахаули. И он говорит, что такие яркие глаза, что видно было, когда он смотрит на вас, что он может сразу вот почитать, что ваше в душе. Он прямо может вникнуть в вашу душу. И он такой взгляд был у него. And then he talks about the deep lines on Baha'u'llah's forehead and face that we can feel now that these lines are the lines that is showing the sufferings of Baha'u'llah.
И он расскажет, что эти линии, которые были вот в голове Бахаулы, они очень такие видно были. И он расскажет, что это показывает, какое страдание прошел Бахаула. И вот в лице это было видно, что он через что прошел. And then he says, those lines told me that Baha'u'llah's age was more than what I could see in the black hair and beard that came down almost to his waist. И он расскажет, что вот то, что было в лицо, он могут сказать, что возрастом он, наверное, был намного старее, чем эти волосы такие черные и борода, которые вот очень красиво и были вот прямо в плечи, до плеч его такие красивые волосы были. Ну, если не такой, типа, это было такой темный, такой красивые волосы и борода, если не на это, он мог бы выглядеть там очень старым, да? And you know, this is only, I'm paraphrasing. And then of course he says, no need to ask in whose presence I stood. И, конечно, я вот своими словами говорю это все, но еще в конце этот профессор пишет, что не нужно было спрашивать, перед кем я стоял. As I bowed myself, he says, before one who is the object of a devotion and love which kings might envy and emperors sigh for in vain. И он говорит, что не нужно было спрашивать, перед кем я стою, перед такой человеком я просто сам поклонялся так, упал на его, как может, там, на колени, да? Ну, он такой состояние был, что он вот поддал к этому состоянию на этот человек, и он говорит, как он поклонялся к этому персонажу Бахаулы, любой король, он бы завидовал так. And then he talks about the voice of Baha'u'llah. He says, a mild, dignified voice bade me be seated. Because all the time he was standing, he couldn't sit, he couldn't do anything else, just to look, observe, and bow before Baha'u'llah. But then Baha'u'llah told him to go and sit. И когда он зашел в комнату, и вот до этого момента все время он стоял. И вот он говорит, что вот такое чувство было, говорит, он не понял, что происходит, перед какой человек он стоит. И следующее, то, что он заметил, это прекрасного, очень красивый голос Бахаулы, который ему красиво спросил, пожалуйста, садитесь, он сказал, присаживайтесь. You know, dear friends, these are, you know, I mean, we don't have so much time to go through all the other details, but this is part of the glorious time. And then the other part is the revelation. So many tablets was revealed in the mansion of Bhakti. Many of the tablets after the revelation of the Kitab al-Das came from the mansion. И, может быть, вы знаете, может, не знаете, но из того, что произошло с самым домом Бахаулы, вот произошли такие встречи, да, люди, которые приезжали, вот, встретили Бахаулу, и очень для нас это все очень важно. И потом другая часть, это очень много количества скрижалей Бахаула открыл в этом доме. Очень много важных писем он написал в этом доме. Поэтому для нас, как Бахаи, очень много вот важных событий произошло в этом доме Бахаулы. And then the very last piece of God's revelation to humanity
came here, was revealed here in the mansion, is known as the Epistle to the Son of the Wolf. Извините. И вот самые последние божественные откровения тоже было вот открыто в этом доме. Это вот Epistle to the Son of the Wolf называется. Я точно не помню, как на русском. Это вот письмо, которое Баха'Уллах открыл, да? Это вот тоже одна из самых последних работ Баха'Уллаха и была открыта в этом доме. And you know, then of course, there's so much to know, to talk about, and I hope you will go and study it for yourselves. But then came the terrible time of the ascension of Baha'u'llah on the 29th of May, 1892. И, конечно, вот вы, как индивидуальные, должны вот изучать эти времена, что произошло в доме Баха'Уллаха, это время. Ну, когда пришли вот время вознесения Баха'Уллаха, да, в 1892 году, 29 мая, и это вот произошло такое, можно сказать, такое ужасное время для верующих, для общины, да? Now, dear friends, when the ascension took place, terrible things happened afterwards, and that was really, I will spend some time on it, which is the act of the covenant breaking that took place in the mansion. And that was, yes, go ahead. И, конечно, я с вами хочу поделиться тот время, которое вот, когда Баха'Уллах ушел из этого мира, и это время произошло очень много ужасных вещей. Вот самым близкими людьми Баха'Уллаха, то, что произошло. И очень много таких вещей произошло, что вы должны знать это все. И также такие страшные вещи, что произошло, было связано с нарушителем завета, да? И все, что было связано с ними. И вот это все начали произойти, и вот когда Баха'Уллах было вознесение Баха'Уллаха. And as you know, dear friends, that days before the ascension, when Abdul Baha was in the presence of Baha'u'llah, Baha'u'llah gave him a document that we know as the Kitab Ahdi, which is the book of the covenant, which is the will and testament of Baha'u'llah, in which Baha'u'llah tells the whole Baha'i community and the whole world what is going to happen after his ascension. И, конечно, мы знаем, да, вот до того вознесения Баха'Уллаха, он пригласил Абдул-Баха, и он передал ему вот документ очень важный для весь бахайский мир, для всех. Это тот документ, который мы называем Китаби Ад. Это вот книги Завета мы называем, да? Где там назначено или там рассказывает, что будет дальше после смерти, после вознесения Баха'Уллаха. И это он вот заранее, до его смерти, пригласил Абдул-Баха и ему прямо в руки передал. And then, of course, when you can imagine, when Baha'u'llah gave this document to Abdul-Baha, Abdul-Baha knew right away that Baha'u'llah is expecting to ascend. And Abdul-Baha was in a terrible state of mental and spiritual condition from sorrow, knowing that Baha'u'llah is going to
to ascend shortly. И как только Бахаулла позвал Абдул-Баха и передал эти все документы ему, он сразу понял, что будет происходить, потому что он понял, что вот Бахаулла это все сделал, потому что он скоро уйдет из этого мира. И для Абдул-Баха это был очень большой шок, и он не может позволить себе просто такой большой такой, он не может прийти себе, когда он слышал эти все слова от Бахауллы, и он понял, почему Бахаулла это все отдает ему, и ему очень стало плохо, и ему очень плохо стало Абдул-Баха. And we can see, we can imagine and understand that as soon as that happened, Abdul-Baha sends a telegram to the Sultan of Turkey in which he says the sun of Baha has set. So in other words, the sun really set for Abdul-Baha. That is how important and how terrible it was for Abdul-Baha. И когда Абдул-Баха информировал бахайский мир, да, что умер Бахаулла, он так писал, он сказал, великий солнце садился, да, уже нету, тот солнце, который светил, с нами нету. И он так объяснил. Закатилось. Да. И даже представьте, как Абдул-Баха взял пример, чтобы сказать это в миру бахайский. And then, of course, after the ascension, 9 days after the ascension, the Book of the Covenant was opened in the mansion. And it was read for the first time in the presence of 9 of the members of the family of Baha'u'llah and some pilgrims in the mansion. And it was then became known what is going to happen to the Baha'is of the world, because we were asked by Baha'u'llah to turn to Abdul-Baha as the center of the covenant. И через 9 дней после смерти Бахауллы в этом же доме среди 9 членов семьи Бахауллы было прочитано тот документ, который Бахаулла отдал Абдул-Баха, где написано, что будет дальше, и как друзья должны вести себя, и как верующие должны дальше обращаться, и кому обращаться. И вот это все было высказано через 9 дней после смерти Бахауллы в этом доме, и там были 9 членов из семьи Бахауллы. And of course, the same afternoon, the same document was read in the shrine of Baha'u'llah for a larger group of pilgrims and their family members. So everybody got to know what Baha'u'llah has put down in his testament. And those who were loyal and they who loved Baha'u'llah immediately were happy and turned to Abdul-Baha as the center of the covenant. And then there were others who had their own personal desires and a personal agenda. And they were the people who eventually broke the covenant. И вот этот же день, когда они почитали материал, как мы называем, Китаби Ат, и в этот же день, чуть-чуть позже, почитали в самом гробнице Бахауллы. И там были
паломники и побольше людей, побольше друзей, которые приходили, и там вот второй раз почитал этот документ, и тогда люди, которые вот слышали, что было, что будет сделать дальше, очень много верующих обрадовали, что вот Бахаулла вот так высказался, и он как-то дал нам план дальше, как быть, и мы все можем вернуть к Абдул-Баха, и они очень были рады, и они так и сделали. Но там же была вторая часть людей, которые, скажем, не согласились в этой высказывании, в этом документе. И, конечно, у них были свои личные планы, они хотели что-то по-другому сделать, и они тоже вот там были. И вот в один день они 2 раза вот это почитали в разных местах, и когда вот гробница Бахаулы читали этот документ, там вот, можно сказать, первые такие нарушения в завете. Вот первые такие качества людей было видно, было слышно. And immediately those people began, they started with Mirza Muhammad Ali, the half brother of Baha'u'llah, and his brothers and his son and others, and other members of his family that began showing signs of violation of the covenant. And as soon as Abdul Baha discovered that this is what their plan is, he left the mansion of Bahji and went back to the house of Aboud in Akka, and he never visited the mansion again. И вот, друзья, то, что произошло, вот, когда такое время вот, нашей веры, и как только вот появились вот эти нарушения завета, да, это в первую очередь были братья Бахаулы, и их дети, и вот двоюродные братья, и такие. И Абдул-Баха понял, что в это время, что они хотели сделать, чем они будут заниматься. И Абдул-Баха сразу понял, это вот будет прямо нарушение завета. И поэтому, что Абдул-Баха сделал, он ушел из этого дома Бахаулы, он поехал обратно, вот, помните, дом Абуда в Аке, и он вот какое-то время жил там, и он никогда не возвращался в дом Бахаулы, пока были эти вот люди в этом доме, все эти нарушители завета. Now, dear friends, from that day onwards, the covenant breakers lived in the mansion until the 1930s. So you can imagine, for all this time, they lived with their families and their followers, or all of them. They occupied the mansion and the houses that surrounded the mansion. And they were so busy trying to destroy Abdul Baha, trying to destroy the cause of God, that they had no time or attention for the mansion. And the mansion was ruined, completely destroyed. I will show you some pictures. Но, друзья, к сожалению, вот после смерти Бахаулы, и Абдул-Баха ушел из этого дома, он поехал жить в Аке. И вы представляете, с 1892 год до 1930 год все нарушители завета, которые большинство людей, они родственники Бахаулы. Они все родственники Бахаулы. Все это время, вот сколько, 38 или 40 лет, они жили в доме Бахаулы. И все это время, пока они жили в этом доме Бахаулы, они постоянно старались уничтожить Абдул-Баха. Постоянно. Насколько они были заняты в этом деле, чтобы уничтожать Абдул-Баха,
что они сами забыли как-то хотя бы ремонтировать этот дом. А дом потом были на таком состоянии, вот через 30-40 с лишним время, что они, вы не поверите, что они все время были так заняты, чтобы навредить что-то, напасть в Абдул-Баха. Они вот настолько все это время они пользовались для этого, что они сами забыли ремонтировать тот дом, где они жили. Вот такое время было до 1930 год. Ну, естественно, Абдул-Баха немножко пораньше умер, но до 1930 год никакой ремонт они не сделали сами на этот дом. This is what happened to the mansion of Baha'u'llah. After all these many years that the covenant breakers lived in it. Ну, посмотрите, какое здание, какой он был во время Бахаули. И вот как она была 1930 год, какое состояние, посмотрите, какие люди там жили, и что они сделали на этот дворец, который шикарный был, где проживал Бахаула. И вот такое состояние. Смотрите, крыша там все. You can see the roof is collapsing and the whole building is in a poor state. И в таком состоянии весь здание, они даже вот крыша вот ушел там, упал там, и они даже это не ремонтировали. И вот такой дырка прямо, и вот в таком очень плохом состоянии осталось вот этот дом, где все эти половина семья Бахаули, они жили там. And then, of course, you see, when the roof was collapsing and then the whole building was falling to pieces, they couldn't live in it. So they asked, oh, Shoghi Effendi, if you would come and repair it. But then Shoghi Effendi says, когда... Sorry. No, go ahead. И в конце концов, вот когда они не могли жить в этом здании, и вот эта крыша вообще снес, там не мог в таком состоянии держать. И в конце концов, что они решили? Они спросили Шогhi Effendi, чтобы помочь, чтобы отремонтировать этот дом Бахаули. And then, of course, Shoghi Effendi says, I cannot repair it when you people live in it. And the people had to leave because the building was falling down. And when they left, they gave the key to Shoghi Effendi, asking him to repair and prepare the place so that they could come back to it. И такое произошло, когда они спросили Шогhi Effendi отремонтировать это здание. Шогhi Effendi им сказал, что я не могу ремонтировать это здание, когда вы живете там. И он спросил, вы уйдите из этого дома, тогда я могу постараться ремонтировать этот дом. И вот потому что дом был в таком состоянии, они решили вообще отдать дом. Извините, Людмила, если можно выключить микрофон. Людмила, если можете выключить микрофон. Спасибо большое. Когда вот Шогhi Effendi им сказал, что вот он не могут ремонтировать дом, пока они живут там, они на это согласились, чтобы уйти из этого дома, и они отдали ключи в доме в Шогhi Effendi, чтобы он мог отремонтировать дом Бахаули. And then Shoghi Effendi came into this building. I mean, this is not Shoghi Effendi. These are some of the people who were living there. Shoghi Effendi came into the building and started the repair and restoration from the very top to the very foundation of this mansion. And it took him 2 years to work day and night with the best possible
craftsmen and carpenters and builders that he could find to restore the mansion of Baha'u'llah. И вот когда Шог Эфенди получил вот, ключи от дома, он немедленно искал самых лучших работников, самых лучших специалистов, чтобы отремонтировать этот дом. И он, конечно, вот из самого верху до самого фундамента отремонтировал все. И так очень правильно все сделал, и максимально время пользовал, и днем, и ночью работал, и он, ему где-то 2 года занимался, чтобы полностью закончить этот большой ремонт в этом доме Бахаули. And after all these hard work of 2 years, and then Shog Effendi was finished with the building work, and he began with the furnishing of it, and then he gave us this. This is the building that Shog Effendi gave to the Baha'is of the world. И вот после всего этого ремонта, после 2 с лишним года, после того он закончил весь ремонт, вот такое здание выглядело тогда. И вот то, что он подарил для бахайский мир, вот такой дом Бахаули, он очень красиво закончил этот ремонт. And not only that Shog Effendi gave us a nice building, but the most important part of it is the way he furnished it, the way he, you know, when the covenant breakers had left, they took everything away, including all the items that belonged to Baha'u'llah. So Shog Effendi had to bring holy relics, holy items that belong to Baha'u'llah from other holy places and place them in his room. И вы знаете, что когда вот Шог Эфенди спросил эти нарушители завета, чтобы уйти из дома, чтобы он мог ремонтировать, они забирали все, что могут, все, что пользовали Бахаула, все, что было в этом доме, они все, вот последние капли, они все забрали. И поэтому мы должны знать, что Шог Эфенди не просто там ремонтировал дом, но он что еще сделал? Он находил из других святые места те вещи, которые Бахаула пользовал, да, такие как святые. Эти все он забрал из других места, и потихоньку каждое место, каждая комната он очень красиво организовал сам. И это вот очень большая работа, потому что все, что было в этом доме, они забрали с собой. Все, что связано в жизни Бахаули. И вот произошло такое, что Шог Эфенди сам находились в другие места, разные вот декоративные, все, что пользовал вот время Бахаули, он собрал это все сюда, в этот дом. Now, not only he gave us a beautiful mansion, but a beautiful gardens. Look at this. И не только вот дом, да, или дворец Бахаули он сделал. И Шог Эфенди он сам нарисовал, и он сам организовал вот этот сад вокруг в доме Бахаули. Вокруг это дворец. И представьте, вот смотрите, что он сделал, и как красиво все готовил. And then, of course, here is the mansion again and the gardens in front of it. And then the room of Baha'u'llah is right here. You can see the wall of it, right here. And I will show you a better picture. И посмотрите, какие сады он создал, как красиво все эти сад подготовил, подходящий к этому дому. И вот он, где показывает указатель, в этом комнате проживал Бахаула, самый последний, и еще другие фотокартины будет видно еще в другой стороне. И вот где вот Бахаула жил на 2-м этаже, вот самый справа в этом комнате он проживал. And then, you know, these are all the various beautiful pictures of the balcony. You know, this is where the roof was falling down. You saw the picture. Now you look at it, how gloriously beautiful it is.
И посмотрите, вот тот место, которое, помните, вы видели, там крыши были поломаны, и посмотрите, как все отремонтировано, и какое красивое здание сейчас, вот этот балкон создано так, что вообще создано такой красотой. And then here is, you know, you can look at this and you can, there where the sun is going down, that's where Akka is. And И then, вот, of course, Mount Carmel is here. и вот посмотрите, вот эта картина, и там вот возле дерева, где вот видите, солнце светит, и вот там город Ака находится. И вот с левой стороны дерева, вот там далеко видно, это город Хайфа. Ну, это вот через море там. And of Вот course, оттуда. This beautiful, beautiful picture shows us what the beloved guardian did. This is the room of Baha'u'llah. And И these вот, are the windows of the room of Baha'u'llah. и вот эта картина, например, показывает, какую красоту он создал. И вот две эти комната Бахауле там находится, вот сейчас он показывает там этот вход, дверь для комнаты Бахауле. И вот посмотрите, что он сделал, как красиво все организовал. And these are the two windows of the room in which Chogi Effendi placed the cabinet. And there he placed some examples of the handwritings of Baha'u'llah for us to view even before we go to the archives building. И в этом помещении Шоги Эфенди решил сохранить, и там можно видеть из Писания Бахауле какие-то скрижали. Он поставил там, чтобы паломники могут видеть до того пойти само архива. И он решил, что до того пойти архив, чтобы люди видели из Писания Бахауле, и вот он сохранил в этом комнате. Там можно видеть. And this is the entrance door. This is where you now enter the mansion, not from the back, from the door that is opposite the shrine, but from the main door. This is where Baha'u'llah entered the mansion. И вот сейчас, когда вы поедете на паломничество, вы будете зайти в дом Бахауле вот через этот вход. Сейчас вот немножко поменялся, и сейчас так сделали специально, потому что сам Бахаула, когда первый раз пришел, тоже зашел в этот дом через этот вход. Поэтому это место уже сделано как главный вход к этому дому. And these are the two windows of the room of Baha'u'llah. И вот сверху видно две эти окна в комнате Бахауле. And then, of course, we come to the shrine of Baha'u'llah. And you И know, потом вот you have, дальше мы придем вот в саму гробницу Бахауле. which is incredible because as a pilgrim, when we come to this place, it's really the nearest a human being can come to the physical remains of a manifestation of God. Nowhere else are we so near and so close to Him. Друзья, вот когда вы приезжаете, как паломники, вы можете почувствовать, что какое вот место очень такое само гробница Бахауле. И самое интересное, вот мы бахаи, как паломники, когда приезжаем сюда, мы чувствуем тот привилегию, что как человек могут так близко прийти к пророку, да, физически, вот так ближе подойти. Это только вот можно здесь. Нет в мире таком в гробнице или вот место пророка, где вот паломники могут прийти и быть так близко физически с ним. Это только вот городе Баджи, это вот только
саму гробницу Бахаулы. And this is the actual room which the beloved master selected in this house and had them prepare it so that it would receive the holy remains of Baha'u'llah in its heart eternally. И вот тот справа часть в этом здании, где вот коричневая вот часть, где показывают указатели. И вот Абдул-Баха решил, чтобы принести святой останки Бахаулы и вот хранить там в этом в части, в этом доме. И он так приготовил все с друзьями, чтобы вот последние вот это, как сказать, похороны, да, Бахаулы, так организовал, чтобы друзья могли привезти святые останки Бахаулы и вот именно в этом месте хранить. И чтобы отсюда вот паломники вот могут прийти на паломничество вот именно сюда. Вот он, Абдул-Баха, это все он сам организовал. And you know, as pilgrims, when you come, some days, when you climb these 5 steps, you yourself can open the door of the shrine by pushing and going into it. And then sometimes you are completely alone. Sometimes you are with 100 other pilgrims. But nevertheless, you are with Baha'u'llah alone in your heart and soul. And no one can take that away. Но, друзья, представьте, вот когда вы придете в этот самой святой местности на земле, вы можете сами своей рукой открыть вот это, через порог прийти и открыть вот это двери самой гробницы Бахаулы. Вы можете вот просто толкнуть, она откроется. И вот вы можете зайти, и иногда вы будете только сами. А иногда, возможно, еще 100 человек внутри молится. Ну, неважно, вы сами или еще с людьми, ну, как только вы зайдете в это помещение, вы остаетесь вместе с Бахаулой. И вот это чувство, вот прямо вы чувствуете, вот только заходите через эти двери, что вы прямо находитесь перед Бахаулой. И это время, когда на паломничестве, это ваше личное время с Бахаулой. Это вот такое состояние, которое паломники получается, чтобы встретить Бахаулу. And this, of course, is another view of the close-up of the door and the stairs to entrance to the shrine. И это еще одна вот фотокартинка, которая вот двери, вход гробницы Бахаулы, вот такой красивый вид, красивый вход вы увидите, когда будете на паломничество. And dear friends, this is the mansion of Ahi at night. И это вот фотография в ночью. И именно вот эта фотография была снята, когда день вознесения Бахаулы. Специально снимали эту фотографию. Там слева дом Бахаулы, и справа, вот где горит свет, это гробница Бахаулы. И вот 29 мая вот именно на вознесение Бахаулы снимали вот эту фотографию. On the night of the Ascension, all the friends who are present at the World Center can come and go into the room of Baha'u'llah for a short period, because the numbers of believers are in the thousands. And so we all get a little time to be alone in the room of Baha'u'llah
in prayers and meditation, and then come out, and on the balcony you can see the pilgrims turning to the shrine, deep in prayer and meditation. It's such an incredibly unique night that I cannot describe it. И когда вот день Вознесения Бахаулы, вот все работники на Святой Земле, все бахаи, которые служат там, они все получают возможности пойти молиться в самом в комнате, где жил Бахаула, в самом доме Бахаулы. Они все вот очень, ну, так, каждому дают недолго время, чтобы побыть в этом комнате, потому что очень большой очередь собирается. Но все равно каждому дают какое-то время побыть в этой комнате и помолиться, и быть вот с Бахаулой, да. И после того они почитали молитву, они выходят к этому балкону, там видно вот длинный балкон, и оттуда они могут наблюдать очень много паломников в самом саду вокруг собираются, и они все стоят, смотрят в сторону вот, гробницы Бахаулы, и они все молятся одновременно. И вот сверху можно наблюдать такой большой красоту, и так красиво вот это все, и вот состояние в душе такой у каждого, что невозможно словами объяснить. И только вот только в таком месте можно собраться вот так и почувствовать этот дух, когда вот все друзья собираются и все молятся вот одновременно прямо рядом в гробнице Бахаулы. И именно вот вознесение Бахаула вот так происходит в Святой Земле, и, естественно, я не могу просто словами передать этот вечер, такой замечательный вечер. And of course, this is the entrance to the shrine at night. И это вот вход в гробницу Бахаулы ночью, да, вечером. So, dear friend, this really brings me to the end of this part of the program. I want you to know that this is the room. Once again, I show you the picture of the actual room in which the holy remains of Allah is laid to rest. And this is the room that we turn to when we are saying our obligatory prayers and when we turn to the face the Qibla. This is the room we are turning to. И, друзья, конечно, я хочу много рассказать о доме Бахаулы, то, что произошло. Конечно, много можно рассказать, но так как время тоже ограничено нам сегодня, ну, я вот еще раз хочу показать, что вот эта коричневая часть здания слева, это является место, где сейчас хранятся останки Бахаулы. И когда вы читаете обязательные молитвы, неважно, в какой стране вы живете, вы вот должны вернуть сюда, да, и мы называем это место как кибла, да, и вот особенно, когда читаем обязательно молитву, мы все вернем вот на саму киблу, это вот место останки Бахаулы, да. And then, of course, this is the mansion, and here is the shrine. I just put its picture so you can see how close they are to each other. И вот можно посмотреть эти картины, вот как ближе мы можем подходить, посмотреть вот из разные точки, из разные места. Вы видите вот так очень красивые сады и вот помещения. Another picture of the shrine and the mansion. And the Это вот garden. слева это дом Бахаулы, и справа само гробница Бахаулы,
вот эта дорожка вот ведет нас на само гробницу Бахауле. A little bit of the garden and the terraces. You can go up there and have a Потом вот, bird's eye view. и вот когда вы будете там, обязательно вот наблюдайте эти сады, которые вот на самом деле Шоге Эфенди создали это все. И вы можете вот сверху смотреть, вот как птичий полет, вот так, эту картину. Очень красиво созданы все эти сады. Это вот ворота, которые вот называются Collins Gate. Это вот вход. Separate actually the garden, the rest of the garden from the part that Shoghi Effendi called the Haram al-Aqdas. И это вот вход, ворота, которые заходят в то место, которое Шоги Эфенди назвал как Харами Агдас. So thank you all so much until hopefully next week, but there might be a little, maybe probably next week I will not be able to come. There's something happening. I will let Nabil know on time. I hope you will excuse me, and then we will continue the week after that. И, друзья, спасибо большое вам всем за ваше время, за ваше внимание. И мы вот остановим на сегодня на этом ноте. И спасибо еще раз. Может быть, есть какие-то вопросы можно задавать. И следующая неделя, скорее всего, я буду занят, вот пятница, да, и вот я Набилу буду сказать, как будем дальше продолжаться. Но, скорее всего, через неделю мы дальше продолжаем. Ну, будем информировать заранее все это, если будет какие-то изменения. So have a wonderful time, and thank you all so much. And sorry I was a bit late. Аллаху, thank you very much. А вот спасибо. Спасибо большое. А вот вопрос такой есть. Вот сейчас период... There's a question they want to ask. Вот вопрос такой. Вот сейчас период пандемии. Кто там вот смотрит за садами, за всем, за этим? Как There's a question that they want to ask. Bye. Hello. Hello. Да-да. Можете еще раз повторить вопрос, пожалуйста? Да-да. Мухаммад? Да-да. Салам алейкум. Салам алейкум. Рахмат. С Новым годом. Спасибо, спасибо. Юсуп, это ты? Как дела у вас? Хорошо. Это я, братишка Юсупов. Друзья, кто-то задавал вопрос, да? Набиль, это задавал Николай, не знаю, почему он молчит, но он задал, вот в период пандемии кто ухаживает сейчас за садами, как производится? Ну, вообще, господин Арджоманди тоже вышел просто. Я могу ответить на этот вопрос. Кто там служит вообще, да, бахаи, верующие, но там еще есть местные люди тоже работают, некоторые, ну, как паломники там приезжают. Паломники не приезжают сейчас, а вот садовники и бахаи, и не бахаи, они так работают там. Наемные люди, то есть. Есть и наемные, есть очень много бахаи. И вот они как работали, так работают, как садовниками. Вот, дальше работают они. Просто паломничество остановились до конца вот в этом году. А так работа идет, и все ухаживают за это место. Это называется волонтеры. Бахаи, которые там служат, да, они за это деньги не получают. Они волонтеры. Ну, их там кормят, живут они там. Но это их служение. Вот на где-то 1,5 года, на год и 8 месяцев приезжают туда.
Да, да, да. Ну и, как обычно, профессиональные, наверное, смотрители сада обычно нанимают электриков, профессионалов, которые за надзором смотрят. Ну, вы знаете, вот то, что они дают возможности, вот молодежь Бахаи или вообще Бахаи, большинство, которые приезжают вот волонтерам туда, они не профессиональны в своем работе. И просто им рассказывают, показывают, обучают первые 2-3 недели в месяц, потом вот они сами занимаются этой работой, да. И вот это очень интересно, потому что приезжают люди из разных стран, да. Они не все специалисты по своим этим делам, да. Но их обучают, потом они вот работают. Там обычно едет на 18 месяцев или на 25 месяцев, и вот они свою работу так делают. Ну, конечно, сейчас господина Джамшида нету. Я хотел, он упомянул о нарушителях завета, и сейчас почему-то очень много говорится. Может, ты, Да. Набиль, ответишь, Да. что это действительно такая деятельность ведется, да, уже целенаправленно, и сейчас, в настоящее время? Да, потому что осталось еще, скажем, эти родственники со стороны, вот, они, есть, которые еще, кто живет в Хайфе, например, да, и у них вот своя система, они так создана, они до сих пор говорят, что они являются как Бахаи, да, и до сих пор есть, и до сих пор они стараются вот приходить эти сады, и они, ну так, они не могут прямо вот сильно мешать бахайской деятельности, но их не пускается, вот по возможности их не пускается само священные места. В Аке еще есть нарушители завета живут. В Да, Аке. да. Ну, я имею в виду в Аке и в Хайфе, и просто они, если вот, как сказать, моими словами, что они не силен сейчас, они не сильные. Просто вот они сами по себе, и они не могут такого вред привести. Просто, к сожалению, они вот люди, которые не согласились вот с Бахаулей, с Абдул-Баха, еще Гефенди, или вот сейчас Всемирный дом справедливости. Спасибо. Ну вот говорят, еще на интернет-просторах есть очень много лжеинформации. Да. Ну, даже лучше не искать и не смотреть на это. Ну, это вот... люди, к сожалению, говорят, которые Да. интересуются. Да. Есть такое тоже. Спасибо за встречу. Сегодня много друзей собрались, да? Из разных стран. Спасибо большое. Здоровья, Аллаха. Набил. Thank you, Набил. Спасибо. Да, за перевод большое спасибо. За перевод, да. И Джамшиду большое спасибо. Герой Джамшиду, да. Спасибо вам тоже за ваше время. До новых встреч. Аллаха. Да, Аллаха. Приходите в следующий раз. Аллаха. До свидания. Аллаха. Аллаха. Всего доброго. До новой встречи. До встречи.